Уничтожен военный объект Украины, масштабный взрыв, детонация и экстренные меры. С военными пропала связь, ЧП в нескольких сотнях километров от линии фронта. Зеленский заявил о покушении. Операция ФСБ в украинском тылу, обращение к российским генералам. Тех призвали приготовиться. Огромные потери на фронте, заявление Киева и Москвы, тысячи погибших, признание президента и ответ РФ. Захват Киева и Львова, прорыв российских войск до западных границ Украины. В России заявили, война не завершится в этом году. Озвучен план Кремля. Авиаудар эскадрильи F-16 по России. Новая тактика на фоне резкого отказа Трампа Зеленскому. Что может спасти Украину? Италия экстренно закрыла границу с Испанией. Переброска войск началась. Улицы Киева перекрыты и остановка атомных станций в Европе. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядкова», 1 августа на календаре. Давайте начнем. Удар для морской пехоты. В США разбился новейший истребитель F-35B. Самолет корпуса морской пехоты потерпел крушение у авиабазы Мирамар. Пилот успел катапультироваться и выжил, а обломки самолета разлетелись по территории базы. По кадрам с места происшествия видно, что машина буквально развалилась на две части. Пожар после падения тушили спасательные службы Сан-Диего. Летчик был эвакуирован. Причины катастрофы пока официально не раскрываются. F-35B считается одной из самых современных боевых машин США и способен выполнять укороченный взлет и вертикальную посадку. Серия мощных ударов по Киеву. В ночь на 1 августа Россия вновь запустила баллистику. Под атакой несколько районов. В столице возникли пожары. Есть разрушения в многоквартирных домах и жертвы. Кличко заявил о потерях на правом и левом берегу столицы. Среди погибших те, кто бежал в укрытие. На место прилетов для разбора завалов направлены экстренные службы. Также возникли перебои со светом и водой. Россияне били волнами сначала до 10 гиперзвуковых цирконов. Дальше еще больше. Город заволокло черным дымом. Кроме того, возгорания зафиксированы и в нескольких городах Киевской области. Масштабная и длительная детонация, улицы перекрыты, ЧП в украинском тылу. В Хмельницком ликвидируют последствия масштабных взрывов на территории одной из воинских частей. Она уничтожена после того, как боеприпасы взлетели на воздух. Детонировала на протяжении всего дня накануне, и лишь к вечеру взрывы утихли. Власти заявляют, чрезвычайная ситуация возникла на военном полигоне. Известно о 3 пострадавших военных, и 5 не выходят на связь. В городе был развернут штаб по ликвидации последствий. Взрывная волна накрыла ближайшие районы, повреждены около 10 многоквартирных домов, частные дома, в радиусе примерно километра выбиты окна. Местные жители на фоне недавних событий в Украине и взрывах на складах с боеприпасами вновь задаются вопросами: почему вооружение у жилых кварталов? Мэр города ответил так: это не склад, это полигон. Ему десятки лет. Что и кто ежедневно заезжает на полигон и выезжает с него во время войны, не знает и не может знать никто, кроме самих военных. Украинские военные при этом официально заявляют, что обстоятельства ЧП устанавливаются, а более подробную информацию обещают обнародовать после завершения первоочередных мероприятий. При этом уже открыто уголовное дело, но пока речь не идет о диверсии в тылу или же российском ударе. Соответствующими правоохранительными органами начато уголовное производство. Предварительная квалификация – нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее причинение телесных повреждений нескольким лицам. Зеленский заявил о покушении. Операция ФСБ в тылу Украины. Киллер задержан. Украинские силовики заявляют, что сорвали план России по убийству полковника, героя Украины и военного командира 2-го корпуса Нацгвардии «Хартия» Игоря Оболенского. По данным СБУ, задержан 69-летний житель Харькова, которого, как утверждается, российские спецслужбы завербовали, выдавая себя за сотрудников украинской СБУ. Следствие считает, что мужчину убедили ликвидировать командира, заявив, будто тот якобы сотрудничает с Россией. Для этого ему прислали созданное с помощью искусственного интеллекта изображение Оболенского, на котором он находится на Красной площади в Москве в футболке с символикой Z.
Таким образом, по версии следствия, исполнителя пытались убедить, что он действует в интересах Украины. Цитирую. Согласно имеющимся данным, для ликвидации украинского военнослужащего российские спецслужбы передали киллеру огнестрельное оружие через курьера. На данный момент его личность устанавливается. Служба безопасности напоминает, что это уже не первый случай, когда граждан Украины вербуют под чужим флагом от имени украинских правоохранителей. Украинские медиа со ссылкой на источники среди силовиков пишут, почему покушение провалилось. Пистолет Макарова, с которым харьковский пенсионер подошел со спины к военному, не сработал. Сам Оболенский уже прокомментировал покушение, назвав его показателем того, что Украина все делает правильно. А Зеленский уже намекнул, что российским генералам стоит приготовиться, ведь Украина собирается ответить за это покушение. Украина не проигрывает на поле боя и побеждает в том, что страна не потеряла свою независимость. Такое заявление в эфире Fox News сделал также Зеленский, который ко всему впервые за последний год озвучил потери на фронте. И они огромные, уверяют на Банковой. По информации Киева, россиян погибло на фронте в 14 раз больше, чем украинцев. Вот что заявил Зеленский. Послушайте. Их общие потери составляют 1 600 000 человек и около 700 000 убитых приблизительно. По сравнению с Украиной, на самом деле очень сложно сказать. Извините, если быть честным, я не хочу говорить об этом открыто, потому что Россия тоже должна понимать, что происходит с нашей армией. Итак, у нас около 50 000 погибших солдат. Именно погибших. И у нас было около 400 000 раненых. И есть огромное количество пропавших без вести. При этом полгода назад, в начале февраля, Зеленский называл несколько другие цифры. Он уверял, что Украина потеряла 55 000 военных, а в феврале 2025 года, согласно его же словам, Украина лишилась 45 000 своих военных, и 390 000 были ранены. Через несколько часов после публикации интервью Зеленского российское государственное агентство ТАСС вышло уже со своим материалом и также о потерях Украины. Там уверяют, что Украина потеряла уже до 3 миллионов человек. Зеленский вновь оценил потери ВСУ в 50 000 человек. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News. Напомним, что реальная цифра по различным оценкам давно превысила 1 миллион человек и сегодня составляет до 3 миллионов человек, включая тяжело раненых, рассказал собеседник агентства. Напомню при этом, что общая численность ВСУ 800 000 военнослужащих, такие данные приводит Киев. При этом Москва в публикации ТАСС не уточнила, сколько военных за время войны потеряла сама Россия. Информации о погибших или же даже раненых в материале нет. Резкий отказ Зеленскому. Западная пресса продолжает писать о том, что президент Украины, несмотря на отличную встречу с Трампом в Белом доме на этой неделе, получил отказ. Во время закрытых переговоров Зеленский попросил Трампа договориться с Илоном Маском о снятии ограничений на использование Starlink для наведения украинских дронов по российским пусковым установкам баллистических ракет на территории России. По данным источников издания «Атлантик», Маск отказался встречаться с Зеленским, а Трамп не дал никаких гарантий и лишь пообещал обсудить этот вопрос с миллиардером. Как утверждается в публикации, Киев рассчитывает с помощью старлинков компенсировать нехватку американских ракет «Патриот», лицензии на изготовление которых Трамп, судя по всему, уже не хочет давать Киеву, и тем самым получить возможность поражать мобильные ракетные комплексы РФ еще до запуска. Если он посчитает, что использование Starlink позволит Украине подтолкнуть президента России Владимира Путина к переговорам, то Трамп может поддержать это. Но если он решит, что это лишь обострит ситуацию, то, скорее всего, не поддержит, сообщил нам один из официальных лиц. Авиаудар эскадрильи F-16 Украины по России может изменить ситуацию и стать выходом. Об этом пишет уже Вашингтон-Пост. В материале говорится, что Украина сможет значительно эффективнее уничтожать российские пусковые установки баллистических ракет, если США в ближайшие недели снимут ограничения на использование F-16 с дальнобойными ракетами ЭРАМ. В публикации говорится, что необходимые ракеты уже одобрены к поставке Киеву, однако сейчас их применение ограничено в основном советскими самолетами, а вот интеграция с F-16 потребует лишь обновления программного обеспечения или установки специального оборудования.
Захват Киева и Львова, прорыв российских войск до западных границ Украины. В России назвали условия завершения войны и объявили, она не закончится в этом году. О том, что для России нет сейчас предпосылок для завершения боевых действий, заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он считает, что необходима более глубокая зона безопасности, поскольку дальность ударных беспилотников Украины продолжает расти. Любое перемирие или прекращение огня Соболев также отверг, при этом дал понять, что российские войска не должны останавливаться на Донбассе, а цель перейти Днепр в Киеве и дойти вплоть до Львова. Послушайте. Нужно достичь целей специальной военной операции. По моему мнению, это выход на западные границы Украины. Дальность дронов становится все больше, и той зоны безопасности, ради которой сейчас наши войска отодвигают границу, явно будет недостаточно. Европа не оставит возможности спокойно жить. Если мы согласимся на какое-то перемирие сейчас, то мы через год обречены на более страшную и кровавую войну. Напомню, в январе 2025 года издание The Hill вышло со статьей, в которой говорилось, что если США лишат Украину военной поддержки, то силы ВСУ едва ли не падут к 2026 году, а Россия сможет захватить Киев и выйти на границы НАТО. Войны с Зеленским не будет. Экс-министр обороны Украины Федоров не собирается соперничать с президентом в большой политике. По крайней мере сейчас, пока идет война. Об этом Федоров рассказал в интервью New York Times. Также он заявил, что его увольнения активно добивались лоббисты оборонных компаний. Давление, говорит Федоров, исходило в частности от производителей 150-миллиметровых снарядов и одной европейской страны, пытавшейся продвинуть контракт на ремонт танков стоимостью $230 миллионов в интересах нужных предприятий. О каком государстве речь идет, бывший министр не уточнил. Касательно своей будущей работы Федоров пока не определился. Если с возвращением в кресло оборонного министра не получится, говорится в материале, Федоров, возможно, уйдет в частный сектор и будет работать над новыми военными технологиями. Продолжающиеся митинги в его поддержку Федоров считает абсолютно нормальным явлением. По мнению экс-министра, это доказательство того, что Россия не смогла взять украинскую демократию в заложники даже во время войны. Отговаривать митингующих критиковать власть он не собирается. Сам Федоров заявил, что во время войны не намерен становиться политическим оппонентом Зеленского и не будет участвовать в уличных акциях с требованием вернуть его в министерство. При этом он подчеркнул, что и в правительство возвращаться не собирается, если ему не предложат снова возглавить Минобороны. Улицы Киева при этом накануне были перекрыты. В самом центре прошел масштабный за все время митингов марш в поддержку Федорова. Сотни кадров из украинской столицы были опубликованы протестующими. Требования все те же – вернуть Федорова в кресло министра. Италия экстренно закрывает границу, Франция срочно усиливает свои кордоны. Поднята авиация, началась переброска войск. Все из-за наплыва мигрантов-нелегалов в Испании. В Сеуте ситуация крайне напряженная. Уже более полусотни тысяч мигрантов взяли город штурмом в одних лишь купальниках, без денег и еды. Теперь они грабят магазины, местные жители заперлись по домам и называют происходящее апокалипсисом. Чтобы скорее преодолеть кризис, руку помощи Мадриду готов протянуть Париж. Макрон обещает Испании помочь с охраной границ. Но, опасаясь наплыва нелегалов из соседней страны, президент Франции распорядился отправить подкрепление на французско-итальянскую границу. Туда стянуты военные, самолеты и беспилотники. Тем временем Италия полностью отгородилась от Испании. В МВД страны заявили о закрытии морских и воздушных границ, фактически закрыв шенгенскую зону для этой страны. Отмечу, у Италии нет сухопутной границы с Испанией, но эта мера затронет людей, путешествующих между двумя странами самолетом или по морю. Временная приостановка действия Шенгенского соглашения в отношении Испании – необходимая мера для защиты безопасности наших граждан и охраны европейских границ. Это решение предусмотрено договорами ЕС и сегодня стало неизбежным. Миграционный кризис в Сеуте напоминает нам, что защита внешних границ Евросоюза – это общая ответственность всех наших стран друг перед другом. Напомню, ранее экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что по законодательству ЕС ни одно государство-член не может в одностороннем порядке приостанавливать участие другого государства в шенгенской зоне. Такой возможности просто не существует в правовой структуре ЕС. Премьер Испании при этом Санчес уже экстренно прибыл в Сеуту и анонсировал стратегию
строительство границы на воде. В ближайшее время местные власти установят плавучие буи возле волнолома, чтобы создать видимый физический барьер. При этом Санчес назвал событие нападением на страну НАТО и обвиняет в кризисе сети по контрабанде людей, из-за которых возникла лавина мигрантов такого характера и масштаба. Я хочу назвать произошедшее тем, чем оно является: нападением, нарушением территориальной целостности Испании. Сеута – испанский город, и то, что произошло 30 июля, заслуживает самого решительного осуждения, самой жесткой реакции с нашей стороны. Накануне вечером стало известно, что около 37,5 тысяч мигрантов вернулись обратно. На марокканской стороне к уже укрепленной границе с остальными заборами и колючей проволокой стянули подразделения штурмовой полиции. Для разгона скопившихся людей силовики применяют слезоточивый газ и водометы. Нота протеста и четкое обвинение. Российский посол получил выговор от поляков из-за ракеты, упавшей 30 июля в Люблинском воеводстве. Варшава уже официально назвала инцидент прямым ударом по суверенитету и безопасности граждан. Кроме того, спикер польского МИД Мацей Вебюр прямо заявил: Польша в курсе, что Россия может готовить операции под чужим флагом. В официальном документе Польша потребовала от Кремля прекратить любые действия, которые несут смертельную угрозу для жителей и гражданской авиации, а также немедленно остановить войну в Украине. Польская прокуратура накануне заявила, что ракета, залетевшая в страну, была российской крылатой ракетой Х-101. Более того, следствие утверждает, что ракета свежая, буквально с конвейера. Ее изготовили во втором квартале 2026 года на одном из предприятий Московской области. Это означает, что Россия использует для ударов по Украине ракеты, которые сходят с конвейера практически сразу после производства. Это подтверждает информацию о том, что прежние запасы вооружений России исчерпаны. Тем важнее продолжать помощь Украине, поскольку это приближает окончание войны, а значит, имеет ключевое значение для безопасности Польши. Экстренная остановка атомных станций, аномальная засуха и рекордная жара спровоцировали кризис в европейской энергетике. Из-за критического падения уровня воды в Дунае атомные электростанции лишились необходимого объема воды для охлаждения реакторов. Во Франции выработку электроэнергии уже вынужденно сократили, а в Румынии готовится остановка блоков АЭС Черноводы. Ситуацию усугубляет 35-градусная жара, которая спровоцировала резкий скачок потребления. Наиболее острой ситуация оказалась в Венгрии. Крупнейшая АЭС Пакш, обеспечивающая почти половину потребностей страны, сбросила мощность более чем на 50% и находится под угрозой полной остановки в ближайшие дни. Власти призвали граждан не заряжать электромобили и выключать кондиционеры в пиковые часы, а также предупредили промышленных гигантов о возможных ограничениях. Друзья, спасибо вам большое за поддержку. Мне будет приятно, если вы оставите лайк, подпишитесь на канал и будете смотреть другие выпуски, которые уже опубликованы на нашем канале «Время Прятко». До встречи!